Привет из Индии, с вами Вадьямо, смотрите сегодня. Обойдя ТВ и радио Дели и договорившись с ними о сотрудничестве, теперь я отправляюсь к своему индийскому другу Махешу в деревеньку в штате Раджастан. Там я смогу ощутить настоящее гостеприимство простых индусов, а также насладиться вкуснейшей домашней едой. А еще я проведу целый день со своим другом, владельцем частной школы, и погружусь в его рутинные заботы. Поехали! Уже 7 час вечера, и я закончил обход телевидения и радио в Дели. Смотрите подробнее в прошлом видео. И сейчас я отправляюсь к своему другу, который ждет меня в 2 часах езды от Дели, в штате Раджастан. Мы договорились встретиться на середине пути. Hey guys, I'm in the middle. I'm between Delhi and Jaipur. We're going to Jaipur with my friend Mahesh. Yes. And this is my new friend. Well, you know who Shivang. he. Yeah. Come on, you know who he is. На месте меня ждал сюрприз. Махеш встретил меня не один. Я знал, что Криштиану Роналду вообще-то сейчас играет в Саудовской Аравии, но тем приятнее было, что ради того, чтобы поприветствовать меня, он специально приехал в Индию. Первым делом ребята накормили меня. Предыдущие 2 дня я ел в Макдональдсе, но теперь можно было расслабиться и попробовать уличную еду, которую мой друг заказал для меня. Это точно безопасно. Это момо, что-то вроде пельменей или вареников с различной овощной начинкой, плюс острый соус. Все полностью веганское, в тесте даже нет яйца, прямо как у моей мамы. Собачка позади меня явно тоже очень хочет есть. Правда, я не рискну ее угощать такой острой едой. Хотя потом, пробыв в Индии 3 недели, я понял, что здешние собаки могут съесть еще и не такое. Они ко всему привычные. А вот первые местные чипсы, которые я попробовал. Естественно, вегетарианские. Это какая-то неизвестная нам зелень, но на вкус тоже очень острая. После еды, уже ближе к ночи, мы двинулись в родной город Махеша. Мы познакомились с ним в прошлом году во время моей поездки в Кыргызстан. Там я остановился в столичном хостеле под названием Тундук. Тут собралась прекрасная интернациональная компания. Уже через 15 минут после знакомства мы пели в ресторане. Я спел одну из своих песен на испанском, и Махеш сказал, что я должен приехать к нему в гости в Индию и дать концерт в школе, которой он владеет, перед почти 1000 учеников. Честно говоря, я отнесся к этому предложению скептически, потому что про Индию ходит много разных страшных историй. Но Махеш был настойчив в своих приглашениях, уверяя, что все будет абсолютно безопасно, и он берет полную ответственность за меня. Поэтому я решился и приехал к нему в гости в эту сказочную страну. Вообще-то я буду жить в доме Махеша вместе с его семьей, но на сегодняшнюю ночь он снял для меня номер в отеле, потому что у него дома сейчас нет туалетной бумаги. Индусы традиционно ей не пользуются. Ура, я добрался до Джайпура, Раджастана, до своего друга. Он снял мне этот классный номер. Завтра мы пойдем в его школу, готовиться к выступлению, которое будет в субботу, смотреть город. Ну и завтра я уже буду у него дома ночевать. Вот. Так что время 2 час ночи, нужно отоспаться как следует, потому что за последние 4 ночи я, по-моему, спал максимум по 5 часов. Yeah, my friend Mahesh came to pick me up from the hotel on his bike. So we're gonna go by bike now. Должен внести небольшое уточнение. Чуть ранее в этом видео я сказал, что Махеш живет в столице штата Раджастан, городе Джайпур. В Джайпуре, одном из самых красивейших городов Индии, я еще обязательно побываю на днях и даже сниму там клип на свою песню. Но вообще-то Махеш живет не там, а в небольшом городке Катпутли с населением всего 50 000 человек, в 2 часах езды от Джайпура. Как я уже сказал, Катпутли — это совсем небольшой городок, по сути даже деревенька, на улицах которой можно встретить вот такие картины. Очень живописно. А вот мальчишки играют в самую популярную в этой стране игру под названием крикет. Семья Махеша владеет большой частью земли в этой деревне, и в будущем он собирается расширять свою школу. Неподалеку стоит дом брата Махеша. Конечно же, мне очень интересно посетить легендарные мегаполисы, такие как Мумбаи, но если честно, я очень рад, что оказался в таком городке. Когда бы я еще побывал в таком аутентичном месте? Да еще и мой друг здесь всегда рядом, он мне все покажет и расскажет. Утром Махеш приехал за мной на своем мотоцикле.
Он оказался любителем моторов. Помимо байка у него есть еще 2 авто. А вот и здание его частной школы, в которой учится аж 700 учеников. В следующем выпуске я вам расскажу о ней подробнее и проведу полную экскурсию. А пока мы начинаем с традиционного индийского приветствия гостей национальным головным убором. Hello from Rajasthan. Это кабинет директора. Hey, my friends. Nice to see you. Yeah, so this is your office. Yeah, this is my office. I can show you all the office. А вот, кстати, флаеры, приглашение на мероприятие, которое состоится послезавтра. Это большой праздник школы, который проводится раз в году. В этот раз я буду его специальным гостем и спою свои песни. Видите, тут написано «Мистер Вадьямо». Школа Махеша – это еще и его дом. Его квартира находится прямо в этом здании. Вот их прихожая. А вот здесь будет моя комната, где я буду жить примерно неделю. А вот и мой первый домашний обед в Индии. Жена Махеша, красавица-девушка по имени Паэль, приготовила для нас традиционную лепешку чапати, какие-то острые овощи, а также что-то молочное, типа соуса, в который нужно макать первые 2 блюда. Кстати говоря, Махеш, Паэль, а также их дети Виван и Ира, прямо как моя мама, только с ударением на другой слог, все вегетарианцы, как и 99% жителей Северной Индии. Прямо во дворе школы установлена такая сцена, как раз сегодня ее начали украшать. Именно здесь через пару дней пройдет мероприятие. По случайности мы с Махешем попались на глаза учеников, как раз была перемена. И их реакция бесценна. Они уже знали, что я приеду, и ждали меня. Они сразу окружили нас, и я, если честно, еле устоял на ногах. Итак, грандиозный школьный праздник состоится уже послезавтра. Ожидается около 2000 гостей. Нужно все организовать, поэтому у Махеша сегодня много дел, и он взял меня покататься вместе с собой. Нам нужно будет заехать в банк, на рынок, чтобы закупиться едой для нескольких тысяч человек, а также в администрацию города, чтобы пригласить на мероприятие местного губернатора. Но первым делом Махеш хотел познакомить меня со своими друзьями. Они были очень радостные и гостеприимные. Вот на меня вешают традиционную гирлянду из цветов, которая называется пушпамала. Мы некоторое время пообщались с ними. Они задавали мне вопросы про Россию и мои первые впечатления об Индии, а Махеш выступал в роли переводчика. Я понимал не все, то и дело раздавался смех и крики, но настрой был очень позитивный. Ребята угостили меня кофе с молоком, правда он был невероятно сладкий, здесь это считается признаком хорошего тона. А еще гостеприимные индусы стараются изо всех сил накормить гостя сладостями прямо с руки. Попробуй откажись, но это очень вкусно. А вот теперь мы погнали по делам. Хотя проехать не всегда получается. Коровы на дорогах Индии – это история привычная, их почти никогда не прогоняют и ждут, пока они уйдут сами. Из-за этого возникают пробки даже в мегаполисах. Максимум их могут вот так вот попытаться спугнуть руками, но это достаточно редкая история. Наконец мы добрались до пункта назначения. Сейчас мы около здания администрации города Катпутли. Махеш приехал сюда специально, чтобы пригласить на субботнее мероприятие в его школе местного главу, аналог нашего губернатора. Пока Махеш и его друзья ждали приема, я любовался видом на этот город с крыши. Мы двигаемся дальше, и вот еще самые разнообразные виды настоящей Индии, или Бхарат, как эту страну называют местные. Тут бывают и вот такие препятствия. Даже в горах Таджикистана я такого не видел.
Мы добрались до банка, где Махеше нужно было решить несколько своих вопросов. И снова кофе с молоком. В этот раз я уже наученный опытом заранее говорю no sugar. Thank you, sir. Bro, cheers. Cheers, my friend. Последнее место, куда нужно было съездить, это церемония похорон. У одного из работников школы Махеша умер его пожилой родственник, и моему другу нужно было посетить церемонию, чтобы выразить дань уважения. Сам ритуал мы не застали, и, наверное, это к лучшему, хотя и очень интересно было бы посмотреть. Мы лишь посидели на корточках в специально отведенном месте с еще 3 десятками мужчин, которые молчали, тем самым поминая покойного. Из уважения снимать видео там я не стал. Yeah, you just can say hi. Затем мы пошли в соседний дом и там посидели с молодыми родными покойного. Там уже было практически весело. Они курили кальян, пили кофе и шутили. Таким насыщенным был мой день в индийском городке Катпутли в штате Раджастан. Мне кажется, сегодня я в этой жизни увидел вообще все. Мы вернулись домой и поужинали домашней едой, которую приготовила Паэль. На этот раз это был рис с вкуснейшим супом из нута, похожим на наш гороховый, только гораздо более острый и сытный. На этом на сегодня все, но самое интересное только начинается, и впереди еще много всего. Смотрите в следующем выпуске. Махеш лично проведет для вас экскурсию по настоящей индийской частной школе. Мы пообщаемся с детьми, учителями и побываем на уроках. Поставьте этому видео лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в Индии!